Сегодня печальный день для всех фанатов Бурака Озчивита и не только. Актер покинул один из лучших сериалов нынешнего времени. И сегодня мы расскажем, почему он так поступил и что не так с человеком, которого миллионы зрителей считали своим любимцем. Сегодня печальный день для всех фанатов Бурака Озчивита и не только. Это имя стало символом турецкого кинематографа, и миллионы зрителей привыкли видеть его в роли Османа сильного, решительного и благородного героя, за которым следили с замиранием сердца. С каждым новым сезоном он не просто играл роль, он создавал образ, который вдохновлял, заставлял переживать и даже менять отношение к жизни. И вот внезапно приходит новость, которую никто не ожидал услышать. Бурак Озчивит покидает основание Осман. Не просто уходит из проекта, а обрывает целую историю, которая стала частью жизни поклонников. Для многих фанатов это не просто кадровая перестановка в сериале, это словно забрали кусочек любимого мира, к которому они привыкли за годы. В соцсетях и на фанатских форумах уже с утра обсуждают только это. Люди не скрывают шока и разочарования. Одни пишут, что сериал без Бурака потеряет свою душу, другие в отчаянии пересматривают старые серии, пытаясь смириться с мыслью, что это все. Но, как выяснилось, истинная причина ухода актера из проекта оказалась гораздо громче и неприятнее, чем можно было предположить. Когда новость об уходе Бурака только появилась, многие подумали, что это связано с творческими разногласиями или усталостью от съемок. Но реальность оказалась куда более прозаичной и жесткой, все уперлось в деньги. По данным турецких СМИ, актер выдвинул продюсерам требование, которое потрясло даже тех, кто давно работает в индустрии. Он захотел получать более $110 тысяч за одну серию основания Осман. И это при том, что его гонорар и раньше был одним из самых высоких в Турции, а проект приносил ему колоссальную популярность и любовь зрителей. Продюсеры оказались в непростой ситуации. С одной стороны, они понимали, что Озчивит – лицо сериала, и его уход может ударить по рейтингам. С другой, такие суммы ставили под угрозу весь бюджет проекта. Вместо долгих переговоров и компромиссов команда сериала приняла решение отказаться от его услуг. Источники утверждают, что за кулисами не обошлось без резких слов и явного недовольства. Говорят, продюсеры были разочарованы не только суммой, но и тем, что актер, по их мнению, перестал ценить сам проект, который сделал его еще более знаменитым. Эта история быстро вышла за пределы турецкой прессы. В соцсетях начали обсуждать, что Бурак не просто ушел из сериала, он сделал это так, что теперь надолго закрепил за собой репутацию актера, для которого деньги важнее искусства. Как только стало известно о причине ухода, соцсети буквально взорвались. Под постами о Бураке в официальных аккаунтах сериала и на фанатских страницах начали появляться сотни, а затем и тысячи комментариев. И, что удивительно, большинство из них были вовсе не словами поддержки. Фанаты, которые еще вчера называли его любимым актером, сегодня писали, что он слишком любит деньги и перестал ценить зрителей. Кто-то вспоминал, как еще пару лет назад Бурак говорил в интервью, что для него главное искусство, а не гонорары, и теперь эти слова звучат как пустые обещания. Другие прямо обвиняли его в высокомерии, утверждая, что с ростом популярности он стал холодным, отстраненным и перестал быть тем самым Бураком, которого все полюбили в начале его карьеры. В некоторых комментариях его называли звездой, которая зажглась слишком ярко и быстро сгорела в жажде денег. Фанатские паблики начали публиковать нарезки из интервью, где он отказывался отвечать на вопросы о коллегах или прерывал общение с прессой, если ему что-то не нравилось. Такие моменты раньше казались просто проявлением характера, но теперь многие увидели в них подтверждение своей новой точки зрения. И самое болезненное для его репутации – это то, что среди критиков оказалось немало людей, которые раньше защищали его от любых нападок.
Даже верные поклонники признались, что им тяжело принять тот факт, что любимый актер мог поставить личную выгоду выше сериала, который объединял миллионы зрителей по всему миру. Критика в адрес Бурака усилилась, когда люди начали вспоминать его образ жизни за последние годы. Это не просто жизнь успешного актера, это демонстративная роскошь, которая видна на каждом шагу. Он часто публикует в соцсетях фотографии с элитных курортов, где стоимость одной ночи может достигать нескольких тысяч долларов. На его парковке сменяются автомобили премиум-класса, и, по словам знакомых, Бурак может поменять машину просто потому, что ему надоел цвет. В Турции не раз обсуждали его дорогие часы, каждая пара которых стоит как небольшой автомобиль. На съемочной площадке он, по слухам, предпочитает особые условия, отдельную гримерку с дорогой мебелью, личного повара и строгий контроль за тем, что он ест и пьет. Некоторые члены съемочной группы делились, что он не любит долгие разговоры с коллегами и держит дистанцию, создавая вокруг себя атмосферу закрытости. При этом многие зрители сравнивают его с другими турецкими звездами, которые, даже имея большие гонорары, остаются открытыми, участвуют в благотворительности и стараются не выставлять на показ свои богатства. А у Бурака, по мнению критиков, наоборот, каждый новый пост в соцсетях только подтверждает, что деньги для него не просто средство, а символ статуса, который он демонстрирует миру. И все это, наложенное на историю с ультиматумом продюсерам, стало для многих последней каплей. Внутри турецкой актерской среды имя Бурака Озчивита вызывает не только восхищение, но и противоречивые чувства. Несмотря на огромную популярность и миллионы поклонников, среди коллег у него, по слухам, немало недоброжелателей. Инсайдеры утверждают, что он всегда выбирает проекты, исходя не из сценария или творческого вызова, а из суммы гонорара. Если условия не соответствуют его ожиданиям, он может отказаться, даже если проект обещает быть громким и значимым. Это, по мнению некоторых, выдает в нем человека, для которого искусство второстепенно, а финансовая выгода на первом месте. Есть истории о том, как он отказывался участвовать в совместных пресс-конференциях или фотосессиях, если считал, что внимание прессы будет поделено между ним и другими актерами. Некоторые продюсеры, говорят, не горят желанием работать с ним повторно, поскольку Бурак склонен выдвигать жесткие условия и контролировать даже те моменты, которые обычно решает режиссер. Коллеги, которые работали с ним в начале его карьеры, нередко отмечают, что он изменился. Тогда он был открытым, общительным и готовым слушать советы, а сейчас, по их словам, стал замкнутым и требовательным, практически не допускает посторонних в свой круг общения. Для части индустрии он остается звездой номер один, а для другой — символом актера, который слишком увлекся своим статусом. И именно эта репутация, наложенная на историю с основанием Осман, только усилила негатив вокруг его имени. Уход Бурака Озчивита из основания Осман стал громким и неожиданным финалом его участия в проекте. Сериал, который многие называли вершиной его карьеры, теперь будет продолжаться без главного лица, а это уже меняет всю атмосферу истории. Для одних он навсегда останется харизматичным воином, который стал символом турецких исторических драм. Для других — примером того, как деньги могут изменить человека и разрушить то, что строилось годами. Теперь у Бурака есть все — имя, признание, богатство. Но осталась ли у него та самая любовь зрителей, ради которой он когда-то выходил на съемочную площадку? Или он потерял ее, поставив личную выгоду выше всего остального? Вопрос остается открытым. А теперь, слово за вами, напишите в комментариях, как вы считаете, Бурак поступил правильно, защищая свою цену, или же он допустил ошибку, из-за которой потеряет не только роль, но и уважение миллионов людей,